Всем привет! С вами Анастасия и канал Авелия Стайл. Сегодня я хочу пригласить вас на мастер-класс вот такой броши в форме листика. Вот такой камушек неправильной формы у меня есть. Сегодня я хочу обшить его бисером. Цветовую гамму подобрала теплую: зеленый, жемчуг и светлый прозрачный бисер. Еще думаю добавить вот такие бусинки. Это стеклянные бусинки светлого такого оливкового цвета, либо вот такой коричневый. В общем, приступаю к работе. Всем приятного просмотра. Набираю 2 бисеринки, прохожу через фетр и возвращаюсь между этими бисеринками. Затем захожу иголочкой в следующую. Снова набираю 2 бисеринки, возвращаюсь между ними и захожу иголочку в последнюю. Таким образом я обшиваю вокруг. Количество бисера должно быть четное для дальнейшей работы. Находим подвижную бисерину и проходим через нее. Набираем одну бисерину и проходим, пропуская одну бисеринку. Опять набираем бисерину и снова заходим через одну. И так до конца ряда. Таким образом у нас будет 2 ряда. В конце выходим в бисерину на верхний ряд. Берем бисеринку другого цвета и опять заходим через одну бисеринку. Таким образом мы пройдем 3-й ряд. В конце заходим в бисеринку 3-го ряда, и я хочу взять бисер под жемчуг. Им я пройду 4-й ряд таким же образом. Теперь начну стягивать. Беру бисер меньшего размера, это у меня пятнашечка, и прохожу им 5-й ряд, хорошенько стягивая каждый стежок.
с этого угла в некоторых местах видно ниточку. Поэтому я решила добавить бисер и прикрыть эти места. Приклеиваю, а затем пришиваю стразовую цепочку. Вот, а затем пройду бисером между звеньев. Вот здесь, в пустом месте, где находится сама стразина, хочу прикрыть прозрачным бисером. Теперь обрежу лишнее и приступаю к заднику, а затем обошью края. Хочу сделать картонную подложку, обвожу карандашом и вырезаю, затем приклею ее сзади. Теперь начну обшивать бисером край. Сначала беру 2 бисеринки и выхожу с другой стороны иголочкой. Затем
прохожу через последнюю бисериночку. Теперь беру одну бисерину, выхожу иголочкой с другой стороны и прохожу через эту же бисерину. И дальше работаю по такому же принципу. После того, как мы прошли до конца, надо будет пройти иголочкой через последнюю бисерину и затем пройти через кожу на лицевую сторону и пройти через эту же бисерину. Я подвесила бусинку снизу, но затем решила ее убрать. Мне кажется, она тут будет не к месту. Без нее, по-моему, лучше. Вот такие броши я сделала для своей полки в магазине.
Анастасия. Надеюсь, это видео было полезным для вас. Прошу поддержать канал лайком, комментарием. Подписывайтесь. Вдохновения вам творите, создавайте красоту. Всем всего хорошего.